Бывают в жизни такие ситуации, когда чего-то очень хочется, но очень страшно ошибиться. И мы в таком состоянии полшага вперед или нога приподнята, уже готовы двигаться вперед, но не двигаемся и застываем. И вот нас качает туда-сюда, и мы стоим, а внутри у нас звучит: я так хочу, но боюсь, я так хочу, но боюсь, мне уже было больно, мне уже было обидно, меня уже били, не платили, меня уже обманывали, предавали, я так хочу, но боюсь, я так хочу, но боюсь. И знаете, что нас держит в этом состоянии? Одна очень важная вещь, которая с одной стороны нас держит, а с другой стороны отрезает полностью нам путь в новое счастливое будущее. Путь к любым изменениям в лучшую сторону в нашей жизни. Хотите с этим разобраться? Давайте сегодня разберемся в этом, чтобы вы могли спокойно убрать это препятствие со своего жизненного пути и двигаться вперед. С вами Алла Касаткина, я психолог, который работает с женщинами и уже больше 15 лет и помогаю им быть любимыми и счастливыми. Веду для них программы и снимаю видео на своем канале. Если вы смотрите мой канал и еще до сих пор не подписаны на это видео, самое время нажать красную кнопочку и колокольчик. Если у вас кнопочка серенькая, можете ее не нажимать, вы в курсе, нажмите колокольчик, и сообщения о новых видео будут приходить. Здесь еще есть ссылка на мой сайт, там очень много полезной информации для женщин. Переходите туда, читайте, улучшайте свою жизнь и меняйте ее к лучшему. Ну, а мы с вами продолжаем разбираться, откуда же берется вот это состояние. Туда-сюда и отступаю. Останавливаюсь. Обычно, поскольку я работаю с женщинами, чаще всего ко мне приходят с темой отношений, и это называется, объясняют барышни вот таким способом. У меня уже были неудачные отношения, меня уже предавали, меня уже обманывали, и я боюсь их повторения, я лучше застанусь в одиночестве, я лучше буду одна, закроюсь, буду себе тихонечко беречь свой мирок, но никого туда не пущу. Делает ли это вас счастливее? Точно нет. И те женщины, которые мне это говорят, они в открытую признают: меня это счастливее не делает. Но я так боюсь повторить ошибку, что я лучше ничего не буду делать. И вы знаете, это состояние называется замирать. Вот замерла и никуда не двигаюсь, как окаменела. В детских сказках, помните, вы читали про окаменевших рыцарей, которых там страшная баба-яга или там какой-нибудь колдун, они каменели. И вот когда мы принимаем вот это решение: я боюсь нового опыта, я боюсь повторить свою ошибку, мы точно так же каменеем. И это проявляется не только в личной жизни на самом деле. Потому что когда вы нашли неудачно себе новую работу, и вас там гнобят изо всех сил, платят копейки, и вы сидите, держитесь, боитесь снова идти искать, потому что боитесь найти еще хуже работу или где будут платить еще меньше, когда вы опасаетесь идти в бизнес или заниматься чем-то интересным для себя, потому что вас кто-то высмеял, кто-то где-то рядом с вами потерпел неудачу, вы очень сильно испугались. Это та же самая ситуация. Но что получается? Когда мы замираем, мы прекращаем двигаться дальше. Мы живем только за счет того неудачного опыта, который у нас есть, и мы никак не можем приобрести новый опыт. И выход здесь на самом деле внутри нас. Если мы разрешаем себе сделать ошибку. Не фатальную, не такую, цена которой потом будет обкусать свои локти и обрыдаться, а такую вот маленькую. Тогда у нас есть шанс приобрести новый опыт. Тогда не так страшно двигаться вперед, потому что когда мы вперед не пытаемся сигануть через пропасть, ах, была не была, пойду и сделаю. А когда мы потихонечку двигаемся вперед и говорим: да, я могу ошибиться, но я после ошибки, я сяду, посмотрю, проанализирую, посоветуюсь с людьми, которые разбираются, что они мне подскажут, и тогда у нас получается, что мы вот сейчас шли и видели только один шажок вперед. А когда мы разрешаем себе право на ошибку, у нас появляется внутри вот то состояние легкости, не зажатости и положил все на кон, как в казино проиграл и без трусов вышел на улицу. А у нас появляется легкость. Я могу сделать шаг, могу отойти в сторону, могу в эту сторону двинуться, я могу что-то на что-то повлиять. Я могу вспомнить, что я уже когда-то видела, как поступают в этой ситуации, воспользоваться этим опытом. А значит, у меня появится новый опыт. Я что-то начну делать по-другому. Я могу перед тем, как двигаться вперед, пойти поучиться, могу что-то узнать, собрать информацию, что-то для себя сделать, чтобы себя чувствовать увереннее. И тогда, извините,
У нас уже не страх качает нас туда-сюда, как окаменевшую статую. А тогда у нас уже появляется опыт. Тогда у нас уже появляется гибкость. Тогда у нас уже появляется свобода выбора. Тогда у нас появляются новые варианты, из которых мы выбираем лучшее для себя. Понимаете, как интересно получается? А все начинается с того, что вы разрешаете себе, даете себе право на ошибку. Вы думаете, в моей жизни не было ошибок? Были. Но я их именно таким способом переводила в опыт. Я делала шаг и смотрела, он ведет меня туда, куда я хочу, или уводит в сторону. Мне здесь хорошо, комфортно или плохо. Я получаю то, на что я рассчитывала, или нет. Кто мне может помочь, подсказать? И тогда я делала следующий шаг. Или делала шаг назад, если я понимала, что я топаю в пропасть. Я от всей души желаю вам мудрости. От всей души прошу вас, дайте себе право на ошибку. Регулируйте эту ошибку, конечно, обязательно, но дайте себе на нее право. Потому что именно такое право внутри вас раскрепощает. Именно оно вам дает свободу в корне изменить свою судьбу. Подняться на ступеньку вверх, на 2 ступеньки, на 5 ступенек. Вы можете, у вас есть этот потенциал. Дайте себе это право. Я от всей души желаю вам мудрости, смелости и настойчивости в приобретении опыта, в движении вперед к своему счастливому, радостному будущему. А здесь в комментариях можете мне написать, что я, чтобы зафиксировать, я даю себе право на ошибку в такой-то сфере. Я с сегодняшнего дня буду делать хотя бы робкие, но буду двигаться вперед для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. А я со своей стороны напишу вам комментарий в поддержку, и вы будете чувствовать, что вы идете вперед не просто так, не сама по себе, мне страшно и все, я боюсь и иду на свой страх и риск, а у вас еще будет моя поддержка. Как вам такой вариант? Я готова протянуть вам руку. Пишите в комментариях, лайкайте, подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого. Ну и давайте топать к вашему счастью. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока.